Всем привет, ребята, это Dofa Trading, и последний раз, когда мы записывали прогноз по эфириуму, он стоил $2200, и тогда я говорил, что все это дело упадет и, вероятно, даже дойдет до $900. Вот этот прогноз, вы видите его у себя на экране, и вот тут эфириум по 900. Сейчас у меня крайне позитивные мысли по эфириуму, много факторов скопилось за рост, я вам эти факторы покажу. Экстренный созвон в Телеграме, который мы устраивали, он был при цене эфириума 1500-1700. Тогда я сказал, что очень вероятно, что на этом все падение закончилось. Да, мы в моменте там по эфириуму упали очень сильно, мы касались вплоть до $1300-1400, да, и сейчас пришло время обсудить, почему же эфириум может дойти аж до $10 000 до конца текущего 2025 года. И я сейчас начну не с локальной ситуации, а с глобальной, для того, чтобы вы сразу поняли, почему такие крупные цели, $10 000 за одну монету эфириум, а потом я уже локально покажу, где, в каких местах можно что-то покупать, что-то продавать и так далее. Здесь на месячном таймфрейме по эфириуму мы видим классическую ситуацию, которая совпадает у нас с графиком биткоина, если мы будем это все дело сравнивать. Что я имею в виду? Всегда на бычьем рынке формируется ключевой уровень. Этот ключевой уровень длительное время не может монета пробить. На бычьем рынке, вот мы видим этот ключевой уровень, под ним целое скопление на месячном таймфрейме. То есть это очень сильный такой уровень. Раз, два, три, четыре, 5 месяцев мы торговались под ним. Потом, когда разгар рынка, альтсезон, которого мы, повторюсь, еще не видели на текущем цикле роста, вот, этот альтсезон, он провоцирует вот такое вот импульсное движение. Здесь растет у нас в основном уже альта, а не биткоин, растет эфириум, потому что он тоже является альткоином. И куда мы приходим? В тот же ключевой уровень. От него мы видим вот такой вот сильный отскок. И что этот ключевой уровень для нас важного представляет? Представляет он очень много важного, потому что как раз с этого уровня начинается капитуляция. Не медвежий рынок, а капитуляция. Когда начинается медвежий рынок, мы понимаем в 99% случаев уже с серьезным опозданием, да, уже не вовремя. Но когда начинается капитуляция и где она начнется, мы всегда понимаем четко и лаконично для себя. Очень хорошо мы это видим. Почему? Потому что вот этот вот ключевой уровень, он формируется, и пробитие этого ключевого уровня, оно ознаменует начало альтсезона. То есть весь тот альтсезон, который вы ждете, он не начнется, пока эфириум не пересечет, не пробьет $4000 и не уйдет куда-то 5, 6, 7. Это мы зафиксировали. Также очень важен этот уровень, потому что уже после капитуляции и на длительном медвежьем рынке мы точно так же не можем пробить этот уровень. И вот этот момент, когда начинается альтсезон, именно не бычий рынок, потому что бычий рынок, вот он начался еще здесь, вот после ковида, мы видим, это все у нас бычий рынок уже идет. Но как раз пробитие этого ключевого уровня, который у нас был на прошлом цикле, в этом цикле уже 2020 года мы этот уровень пробиваем и видим вот такой вот рост, не прекращающийся по эфириуму. И с этого момента у нас альтсезон. Агрессивно альтсезон, конечно же, происходит в фазе вот здесь вот распределения. Но что вы скажете мне? Зачем нам эта информация? Она вам для того, чтобы вы могли на текущем цикле уже найти этот ключевой уровень. Мы видим, что в данном месте в 2021 году тоже по эфириуму была такая длительная проторговка. Она не такая явная, как здесь, но она все равно видна. Почему? Здесь сильная тень на месячном таймфрейме, да, в феврале 2021. Потом мы якобы видим рост, но здесь у нас формируется вот такой вот пин-бар тоже на месяце. Это у нас май, июнь и июль. Мы видим, что вот нету роста, месячные свечи, тени смотрят вниз. Что мы видим после этого? После этого по эфириуму происходит рост. Опять-таки от этой области мы видим коррекцию в сентябре 2021. Вроде бы закалываем выше, но снова падаем.
И здесь происходит мощный отскок, начинается он в январе и длится вплоть до апреля 22. Вот это вот место, с этой точки, с 2200 начинается капитуляция, а это уже медвежий рынок. И на медвежьем рынке, видите, мы пытаемся пробить 2200. Мы снова идем уже в апреле 23, пытаемся пробить 2200. У нас это не получается. И вот здесь мы заходим в диапазон 2200-3750. То есть $2700-$3780-750 это и есть тот диапазон сопротивления. Мы видим, что от нижней границы этого диапазона происходят мощные отскоки вверх, а от верхней границы данного диапазона мощные отскоки вниз. Это очень важно для понимания. Нам нужно увидеть приблизительно вот такую вот ситуацию в данном месте по эфириуму, для того, чтобы говорить о том, что начинается альтсезон. Я считаю, что альтсезон уже начался, хотя вы не видите никакого роста на альте, но я заглядываю немножко наперед в будущее и предполагаю, что мы не будем видеть, так как это было в 2020 году, вот такого вот колена и паузы, потому что у нас уже просто банально нету времени. И если до конца 2025 года мы не увидим роста, его уже не будет, и мы войдем в медвежку. Поэтому времени у нас нет. До конца 2025 года мы либо видим альтсезон и фиксируем свои портфели, фиксируем эфириум, да, тех, кто на этом падении не слил все, а все-таки удержал и еще набрал вместе с нами, потому что мы покупали по 1400, 1600, 1700, эфир по 2, по 2200, 3 и по 4000 мы эфир скупали. И на этом падении тоже скупали эфир. И эфира сейчас около 30-40% в портфеле. Биткоин мы зафиксировали по 104.97. И что теперь нам остается ждать? Времени не так мало, поэтому мое предположение, что мы сначала вылетим за этот диапазон уже. Да, это нужно смотреть на месячном. Если вы мне на дневке скажете, что падение 15% по эфиру, я вас не буду слушать, потому что я смотрю на крупный таймфрейм. Меня интересует месяц и неделька. И поэтому мы как раз в этом видео обсуждаем долгосрочный план, а локальную ситуацию уже мы обсуждаем в конце. Значит, что я думаю по эфиру будет? Мы увидим здесь выход снова к верхней границе. Возможно, здесь какая-то небольшая пауза в районе 300. И она как раз будет внутри месяца на недельных дневных таймфреймах. Но месяц, по идее, должен будет закрыться сразу выше 4600, возможно, даже выше 4800, то есть на 5000. То есть месяц уверенно закрывается, поглощая полностью и закрытие вот здесь, вот выше исторических хаев. И тогда мы уже можем увидеть какую-то коррекцию внутри месяца, еще одну, с вылетом. И здесь уже распределение. И эфир я вижу в диапазоне 7800 от условно 7 до 14. Вот такой вот широкий диапазон. Это то место, где мы будем видеть по эфиру, скорее всего, вот такую вот картину, как вот здесь. То есть истинный хай, истинное движение по эфиру где-то вот здесь. А в данном месте только такие заколы, резкие сразу выходы из этой области. Да, и здесь уже капитуляция, где-то медвежий рынок. Вот как я это вижу по эфириуму. Почему? Это я уже вам показал один технический аргумент и факт. Это вот эта область сопротивления, да, где мы видели очень большое количество касаний, не только в данном цикле, а и в предыдущих циклах мы эту картину видели. То есть вот это то, что я вижу по эфиру, то, что я предполагаю. То есть вот тут мы видели это, вот тут. И вот здесь вот мы видим все это касание, проторговку этой области. Да? Поэтому пробить ее – это как раз-таки начало альтсезона. Также еще один аргумент очень важный. Это то, что мы видим по эфиру, отрисовалось впервые на месячном таймфрейме. Это очень самый важный, самый крупный. Отрисовалась 100-я EMA. И мы сходили точно к 100-й EMA на месячном таймфрейме по эфиру. Вот вы видите это касание, и здесь произошел мощнейший отскок. Я вам покажу объемы и кластера, и где крупный капитал набирал позиции чуть позже. Мы начинаем с технического анализа. Почему эта 100-я EMA так важна? Потому что на биткоине тоже была эта 100-я EMA линия. Если мы отключим это все, биткоин сделал это намного раньше эфира. Он сделал это после капитуляции на медвежьем рынке. Он спустился к 100-й EMA. И отсюда пошел вот такой вот долгосрочный тренд
по биткоину. И мы выросли с 16 до 110 тысяч долларов по биткоину. И такую же картину я жду по эфиру. Я жду мощнейший разворот. Вот такой вот от этой сотой EMA. Плюс, что еще здесь очень интересного по эфириуму. На месячный таймфрейм, если вы обратите свое внимание, то мы увидим вот такую вот картину по RSI. Вот мы эту картину видим, где мы заходили за 70, да, на всех наших, на месячном таймфрейме, на всех наших, даже не бычьих рынках, а альтсезонах. Это вот 17-18 год мы заходили за 70, потом 21 22 год, да, 20-21 год, вот мы зашли. И здесь мы, получается, не можем просто пока еще пробить уровень сопротивления, да, 2200-4000. И мы просто касаемся этой области. Но, что очень важно, у нас есть авторская настройка, вот это авторская настройка данных индикаторов, это стохастик и стохастик RSI, и они настроены один чуть быстрее другого. Это сделано специально, потому что один индикатор начинает обгонять, а другой медленный, более медленный, в нем меньшая погрешность, и когда я вижу, что быстрый уже выходит, разворачивается на рост, а медленный еще стоит внизу, это говорит, что у нас начался все-таки разворот, а вот этот медленный индикатор, он показывает потенциал этого разворота, куда мы можем еще идти. Наш медленный индикатор, он даже еще из зоны перепроданности на месячном таймфрейме не вышел. И этот индикатор, он находится на тех же уровнях, когда мы были после капитуляции на медвежьем рынке. Вот это видно все четко. И также мы были здесь в 2019 году на таких значениях на быстром индикаторе. Мы были здесь в 2022 году, в 2023 на медвежьем рынке, на этих значениях по индикатору. Что самое важное, мы не провалились прям ниже значений 20. Да? То есть мы сюда пришли и сразу видим мощный отскок. Мы видим 43% роста на месячном таймфрейме. Вот такой же у нас отскок был после капитуляции мощнейший. Тут 63% был отскок. Да? Поэтому что для нас важно? Для нас важно увидеть, чтобы эфириум не опускался больше ниже 2200. Да? Не опускался ниже 2200. Может быть внутри месяца такая коррекция вот сюда. И это останется тенью на истории, на графике, а дальше месяц в течение июня мы снова пойдем в рост и сразу дойдем до 3700. Да? Вот такое это дело все будет. То есть у нас могут быть вот такие вот тени, да, на месячных таймфреймах, вот такие вот тени, и то это не факт, у нас могут быть вот такие тени, но месячные свечи, так как нету времени, они уже должны все закрываться зелеными. Также, что еще интересного здесь я могу вам показать. Что мы здесь видим? Есть вот такая вот картина. Это у нас по фибе, условно, я оставил эти линии, исходя из вилшифа и так далее, как я это обычно пользую, от хаев RSI. И мы видим, что мы просто не можем пробить определенный уровень на RSI. Да, вот мы здесь касаемся, не можем пробить. Поэтому я считаю, что на месяце мы должны зайти как раз в эти 3 динамические трендовые сопротивления. Здесь нужно будет фиксировать альту и эфириум в данном диапазоне, когда RSI сюда зайдет. И дальше мы отправимся в медвежий рынок. Плюс, что еще здесь очень важного и интересного, вот это значение медвежьего рынка и капитуляции. Значение медвежьего рынка и капитуляции, и биткоин все у нас в бычьем рынке. Это не обсуждается. Это факт, это аргумент. Потому что на недельке, на месяце биткоин только в восходящем сильном аптренде. Поэтому, несмотря на то, какие цены по альте, по эфириуму, нельзя говорить, что из-за того, что эфириум падает сильно там, или альта не выросла сильно падает, что у нас медвежий рынок. У нас строго бычий рынок и все, и точка. Поэтому то, что мы видим, это лишь спекуляции. И то, что эфириум опустили так сильно, вплоть до значений медвежьих и капитулятивных, да, которые у нас были в 2019 и в 2022 году, это говорит лишь только о манипуляции. Для того, чтобы эфир показал нам рост и тренд, нужно увидеть выход за 56-ю. Все то, что на бычьем рынке в районе 56-й по RSI, вот этой вот линии, вот здесь, вот, это все очень хорошие точки для покупок. То, что мы видим, опускается эфир по RSI на месяце ниже этого уровня, это как бы strong
сильный сигнал, да, на покупку. Потому что вот как у нас выглядит вообще бычий рынок, альтсезон на эфириуме. Мы выше, мы отталкиваемся от этой желтой линии и распределяемся вот здесь. Мы распределяемся вот здесь. Мы видим, что распределения не было. Мы не заходили вот сюда. Поэтому это все сильнейший сигнал для покупки. Когда эфириум выйдет за эту желтую линию, здесь будет сигнал для распределения. Даже рассматривая негативные сценарии, которые мы рассматривали в закрытой группе, я не буду их сейчас здесь рассказывать, потому что это тоже такая ценная информация, и это тогда видео будет на час. Но даже если мы не увидим, что в этом цикле эфириум сюда зайдет, все то, что находится у нас ниже 56 линии и до 40 на месячном таймфрейме по RSI, это сильнейший сигнал для покупки по эфиру. Мы это видим на всех индикаторах, просто мощнейший и сильный сигнал. Мы можем также включить недельный таймфрейм, и здесь становится ситуация более интересная. Что мы здесь видим? Это такая же манипуляция, как у нас была на ковиде. Вроде бы рисуется уже восходящий тренд, вот, рисуется уже восходящий тренд, все у нас по эфириуму хорошо. Здесь идет коррекция, мы ставим минимум, и да, здесь якобы отскок, и мы дальше должны идти вверх. Но что здесь происходит? Мы переписываем ультимативные минимумы, да, и пробиваем все, чуть ли не идем к минимуму прям. Мы реально дошли тут, можно считать, дошли. Тут схождение там 10-20, может, процентов, да. Мы дошли до минимума медвежьего рынка. И такая же, и после этого, кстати, происходит сразу же полное поглощение этого падения, и с этих значений начинается бычий рынок и альтсезон. Что мы видим здесь? Точно такая же картина. Не будет все у нас идеально сходиться по цене, по графическому выражению, но мы ставим минимум по эфиру, мы видим мощный отскок, вроде бы пошел уже тренд, здесь даже вот какой-то флэт формируется, да, который мы должны пробивать вверх, но нет, мы идем, перебиваем ультимативный минимум и чуть ли не доходим до минимумов, до вот этой вот диапазон, видите, этот диапазон, где у нас был медвежий, поставлен на медвежьем рынке, на капитуляции, минимум по эфиру. И это падение сразу полностью поглощается, вы видите. И здесь якобы такая рэперная точка, да, где мы должны принять решение. Либо мы дальше идем вниз, либо мы вернулись снова в этот диапазон, потому что здесь у нас диапазон, вот он. Мы в него сейчас возвращаемся, и при успешном возвращении в диапазон, что это у нас происходит? Просто сбитие всей ликвидности стопов здесь. И вы это знаете, после ложного выноса, если есть диапазон и происходит какой-то ложный вынос на мелких таймфреймах, на мелких сделках, если есть какой-то диапазон, где у нас флейтит цена, если мы ложно выбиваем вверх, а потом возвращаемся в данный диапазон, то этот диапазон пробьется вниз, и у нас будет длительный нисходящий тренд. Вы это все прекрасно знаете, кто торгует. Если у нас наоборот ситуация, что идет флэт в диапазоне, и мы его ложно пробиваем вниз, мы собираем ликвидность внизу этого диапазона, а потом возвращаемся, то после возвращения в диапазон мы идем к верхней границе, уверенно ее пробиваем, и идет длительный восходящий тренд в обратную сторону от пробития этого диапазона. А теперь представьте, что это уже у вас не дневка, не неделька, не 4-часовик, а ситуация на месячном таймфрейме. Что тогда будет и какой это будет тренд? На недельке по индикаторам нашим, что мы здесь видим? Давайте рассмотрим. Да? Reset чат. Мы видим, что на недельке по RSI мы сходили ниже вот этой вот красной линии по RSI, значение 40, и мы к этому значению приходим только в момент после капитуляции, то есть когда вся альта упала на рынке минус 90% дала. Вот эти моменты, когда по альте минус 90%. И вы видите, что с этих точек это реально самые лучшие точки для покупки эфириума. Это самые лучшие точки для покупки эфириума. То есть самая лучшая точка для покупки эфира, она была по цене 1700. Вот, если мы посмотрим и соотнесем с RSI, вот у нас на выходе подтверждение уже, мы возвращаемся обратно. Это вы вряд ли смогли бы по 1400 купить, мне тут повезло по 1600 зайти. Да? И
Потому что я заранее раскидывал лимитки, нужно смотреть мои видео, да, когда я говорил, что эфир с 2200 может пойти на 900. Если бы вы то видео смотрели, вы бы раскидывали в этих фиолетовых областях лимитки и тоже закупились бы эфиром. И вот здесь 1800 это выход из вот этого вот уровня, да, капитуляции. Вы можете посмотреть на все эти моменты, когда эфир так сильно опускался, и потом посмотреть, что было дальше на графике. Например, это вот это место здесь. Эфир у нас стоил, средняя цена $150. Да? И на ковиде тоже мы немножко закалывали. Это цена 130 и 125. Потом мы закалывали сюда. Эта цена у нас была 1100. И вот опять мы сюда закололи. Эта цена у нас была 1500. 1400, да? Ну, средняя вообще тут 1500 по факту. Вот. Поэтому, если вы по 1500-1600 заходили, считайте, вы нереально крутой трейдер. И здесь тоже эфир немножко закалывал, цена была 2200, да? После этого мы ушли на 4. Все. Всего 3 момента на всем графике за все существование эфира было, когда он опускался ниже вот этих вот значений. Всего было 3 шанса зайти по таким низким ценам. Всего 3 шанса. Всего за всю историю эфира. Всего 3 шанса было купить на таких низких значениях. Больше шансов не было таких. Теперь, это мы обсудили уже индикаторы, технический анализ. Я сказал, какие цели плюс-минус по эфиру. Не буду я тоже распинаться, почему. Это ребята из закрытой группы знают, почему здесь. Там ситуация с лонг и шорт позициями. Не буду я это освещать. Чем меньше людей знает, тем лучше. Теперь мы переходим к объемам. К объемам по эфиру. Почему, собственно, лимитки мною были раскиданы в данном диапазоне? Вот, я говорил, эти блоки это 1800, 1600 и даже здесь у меня по 1260 стояла лимитка. Потому что на всем этом диапазоне, я считаю, что это огромный диапазон от 900 вплоть до 4900, это огромный диапазон по эфиру, многолетний с 2021 года, который длится уже 4, скоро будет 5 лет этому диапазону, да. Во всем этом диапазоне все объемы и крупные участники, они набрали все свои позиции по ценам от 1800 до $1000. Основной объем был по эфиру набран по цене в диапазоне 1500-1800. Это самый крупный объем в данном диапазоне. И мы как раз в этот диапазон пришли, и здесь нам не двояко так намекнули, что, ребята, не ждите эфир ниже. И пошел мощный разворот отсюда. То есть это все у нас видно на объемах. Вот. На этом падении были сумасшедшие просто продажи. Огромнейшие продажи. И сейчас мы видим на дневке локально огромнейшие покупки. Здесь, да, есть лимитный участник на продажу, но здесь также есть и рыночный покупатель, который просто бьет покупками. Он покупает, и ему все равно на эти лимитки. Он сейчас сосредоточен на том, чтобы скупить. Что мы видели? Вот здесь были такие покупки. Вот они, крупные, положительная дельта. И вот здесь вот такие крупные покупки. Тоже положительная дельта. Вы мне скажете, мы с этого значения развернулись и упали. Да? Но не стоит забывать, ребята, что вообще-то мы здесь увидели еще 40% роста по эфиру. С начала вот этих вот крупных покупок. Здесь мы пока никакого роста еще не увидели. 40% роста это 3500. И поэтому для меня значение в 3500-3300 по эфиру очень важно. Потому что не просто так мы здесь начали падать, по эфиру начали выходить крупные продавцы. Вот такие огромнейшие здесь были продажи. Вот. Лили по 100 тысяч монет в день. 100 686. Это здесь 120 тысяч монет, здесь 88 тысяч монет и так далее. И лили постоянно. Здесь покупок практически нету. Самая крупная покупка здесь была, это 50 тысяч, это всего один день. Был такой положительный, начиная с 25 года. То есть крупных покупок в 25 году вообще не было. На протяжении 5 месяцев эфир только у нас
падал. Вот один только за 5 месяцев был такой вот, даже полгода, да, за полгода был только один позитивный день. И вот сейчас мы видим, начинаются крупные покупки, где эфир скупают по 107 тысяч монет за один день. То есть здесь продали все, что только можно, все в стакане. И это было выкуплено. Это выкуплено было, но мы этого здесь не видим. По секрету вам скажу, ребята, это все выкупали за биткоин, а не за USDT. Поэтому мы не видим здесь вот такого вот роста USDT. Сейчас такая ситуация, что вся ликвидность в биткоине, и поэтому эфир не растет, потому что его покупали не за USDT, а за биткоин. А по факту в стаканах нет ликвидности по эфиру, нет ликвидности, и малейшие уже покупки, они вызывают мощный рост. Кто-то выставился, да, за биткоин покупал эфириум, кто-то выставился здесь по этой цене, да, по нижней границе диапазона, потому что это действительно очень широкий диапазон, вы это должны понимать. Здесь тоже много объема, и у нас сильнейшее будет сопротивление на цене 3300, 3400, и сейчас тоже здесь сильнейшее сопротивление. Но нужно понимать, что это всего 2 уровня сопротивления. Дальше по эфиру вообще здесь ничего нету, никаких объемов, вообще ничего. И те, кто вот за биткоин покупали, они, возможно, здесь немножко лимитками просто будут стоять. И это хорошо, что они стоят лимитками. Мы видим покупки и лимитные продажи, а не рыночные. Поэтому цена не падает. Что мы будем видеть? Здесь мы уже видим поджатие. После пробития этого уровня 2600 будет импульс сразу на 3300. Здесь, возможно, тоже будет поджатие, если действительно по вот этому уровню сопротивления, где вы видите крупный объем, вот эти ребята, которые здесь этот объем и набирали, сделали, если они здесь выставят лимитки. Но это не факт. Если здесь не будет никаких лимиток, мы сразу просто этот тоже уровень без такого поджатия, как здесь, просто его пройдем. А здесь сверху уже вообще ничего нету, поэтому здесь придут очень крупные деньги, когда увидят, что эфир переписал хаи. И может начаться очень сильный рост по эфиру. Это то, что я вижу, потому что все объемы внизу, а здесь сопротивление по объемам только на 2600 и 3300. Мы видим отработку сопротивления на 2600, вот мы под этим блоком стоим, но как только мы закрываемся выше 2700 на недельке, то все. Если неделька закрывается выше 2700, этот уровень сопротивления потерян. Все те лимитки, это будет означать, что все те лимитки, которые вот здесь вот выставляли, вот этот вот объем, который был набран, он реализован, уже все, что хотели, лимитно продали. И плюс тоже, что немаловажно, не продают рыночно, продают именно лимитными заявками. То есть не хотят опускать цену, понимают, что нету смысла рыночно продавать, поставили лимитки и чилят, потому что потенциал роста у эфира колоссальный. И что также очень важно еще отметить, мы посмотрели кластера, мы посмотрели дельту, мы посмотрели с вами локально объем, мы посмотрели кучу индикаторов, месячный таймфрейм, я вам дал глобальные цели. И локально, прям уж совсем локально. Что мы видим? На 4-часовике мы видим вот такой вот импульс, расторговку. Мы видим импульс, расторговку. Мы видим на 4 часах поджатие под важным уровнем. Сетка EMA-Ribbon у нас, то есть все наши скользящие смотрят вверх. Последняя скользящая на 2200. Мы находимся прямо под сильным уровнем сопротивления. И видно действительно, как эфир от этого уровня падает. Но сетка EMA на 4-часовом таймфрейме еще не развернулась на нисходящий тренд. Это очень хорошо. Плюс, даже если она развернется, у нас может быть такая картина на восходящем тренде, как краткосрочная коррекция. Важно только, чтобы на этом 4-часовом таймфрейме наша краткосрочная коррекция, она не опускалась ниже вот этих вот, всех наших основных, да, это 100 и 200. На 4 часах ниже 200 и 100, чтобы мы не уходили по эфиру. И вообще, по факту, так-то в момент, когда очень сужается и готовится на разворот вниз уже сетка EMA-Ribbon, это наоборот говорит о том, что сейчас, возможно, это все дело как раз таки выстрелит и будет еще один импульс, да, то есть как это мы видели здесь, сжатие сетки и еще один импульс.
То есть вот эти по-хорошему, да, чтобы не было у нас длительной коррекции на дневке, важно, чтобы не уходила цена ниже 100 и 200, да, и чтобы EMA, сетка, Ribbon вот это не разворачивалась все-таки вниз. Но если это произойдет, если сетка развернется здесь вниз, это не значит, что все, мы уходим сразу вниз здесь. Это говорит о том, что, возможно, мы попадаем прямо вот сюда, а потом развернемся вверх. Но пока вообще нету даже никаких намеков на то, что мы будем падать там на 2, вот сюда вот, на 2 450 и уж тем более на 2 284. Также на дневке мы видим, что здесь по сетке EMA Ribbon вообще все замечательно, и мы на дневке в фазе сильного роста, потому что находимся над 8 EMA. Также на недельке мы тоже над 8 EMA, вот наша 8 EMA как раз таки на том уровне находится на недельке, куда нам падать нельзя. У нас возможно теоретически коррекция, да, это крайний уровень, да, если мы сюда падаем, это серьезная слабость на эфире, 2284, если сюда мы падаем. Но, тем не менее, оттуда возможен отскок сильнейший. И не стоит забывать, ну, как бы с последующим разворотом, что это всего лишь 10% коррекция к этому уровню. Я здесь еще открыл даже с третьим плечом лонги в данном диапазоне по эфиру и добрал альту, да. Вот, поэтому здесь пока все выглядит хорошо, у меня нету каких-то по эфиру сейчас каких-то плохих новостей. Поэтому я даже не знаю, что вам еще рассказать, каких-то таких вот теорий заговора я строить не буду. Я вижу все очень хорошо сейчас, я вижу как раз-таки то, чего все ждали, да, но теперь уже никто, конечно, в это не верит. Все ждали, а теперь разуверились, и никто в это не верит. По эфиру все максимально сейчас хорошо. Если у нас будет что-то плохо, тогда будем корректировать прогноз. 2200 как точка такая, да, принятие решения пересмотра анализа по эфиру. Но пока я не вижу, что мы собираемся идти на эту точку. Вот. Всех обнял, всем профита, желаю удачи. Давайте сделаем так, чтобы наша монета DOFA улетела точно так же, как и монета Ethereum, биткоин и альткоины. Всем профита. Thank you.